Когда двухлетняя девочка видит в приюте больного питбуля, она решает, что хочет его усыновить. Сама того не ведая, бедная собака была всеми отвергнута из-за своей внешности. Но когда ее мама предлагает поискать другого питомца, маленькая девочка совершает нечто невероятное. Одра всегда знала, что ее дочь добрая и любящая девочка. Но когда она увидела, как та остановилась перед клеткой с самой грустной и вонючей собакой в приюте, она начала думать, что та, возможно, тоже немного не в себе. Она пообещала малышке Джи, что у нее будет любое домашнее животное, какое она захочет, и не могла понять, почему из всех милых собачонок в приюте она выбрала именно эту. Рядом с клеткой стоял щенок немецкой овчарки с самыми милыми глазами, которые она когда-либо видела, но ее дочь смотрела только на больного питбуля. У Одры было две причины не любить собаку, на которую Джи взволнованно показывал пальцем. Во-первых, это был питбуль. Она не хотела быть недалекой, но знала, что питбули одни из самых сильных. Это были самые свирепые и заботливые породы собак, и она не знала, сможет ли когда-нибудь чувствовать себя в безопасности, оставляя свою маленькую дочь в одной комнате с таким непредсказуемым животным. Что, если оно укусит ее, когда они будут играть? Сила его укуса, даже игривого, может легко сломать нежные пальчики Джи. А что, если бы им удалось приручить его только для того, чтобы он кусался каждый раз, когда они приглашали в гости новых друзей? Какой матерью она была бы, если бы ее друзья и родственники увидели в ее доме болезнетворного зверя? Во-вторых, собака явно была больна. От нее ужасно пахло, из глаз и носа текло, и у нее не хватало нескольких клочков шерсти. Честно говоря, он совсем не походил на того милого пса, которого она представляла себе часом ранее, когда сажала малыша Джи в машину для поездки, которая навсегда изменила их жизнь. Мама вздохнула. Сколько она себя помнила, ее дочь умоляла ее подарить ей собаку. Буквально первым ее словом было «собачка». Она влюбилась в животных, увидев, как золотистый ретривер ее соседа загорает на крыльце, и сразу решила, что ей нужна собственная собачка. В течение нескольких месяцев Одри просто говорила ей, что она слишком мала, чтобы ухаживать за домашним животным. Но теперь, когда ей исполнилось 2 года, и она наконец-то могла все делать сама, у нее больше не было оправданий. И, честно говоря, ей тоже нравилась идея завести в доме ласкового домашнего питомца. Собака была бы не только прекрасным компаньоном и защитником для ее дочери, но и приносила бы в их дом тепло и веселье, а также давала бы им повод чаще бывать на улице. Но ей не нравилась эта собака. «Что с ней не так?» — спросила она сотрудников приюта, изо всех сил стараясь скрыть отвращение на лице. Они объяснили, что у бедной питбульки был тяжелый случай чесотки и что она также боролась с другой респираторной инфекцией. Они давали ей лекарства, но у нее просто не было сил бороться. К сожалению, до этого момента ее жизнь была не очень счастливой. Очевидно, питбуль был рожден от 2 звезд в мире собаководства. Ее владелец ожидал, что другая звезда будет продана по высокой цене. Но вместо этого у него оказалась болезненная собака, у которой была слишком широкая морда и слишком ломкая шерсть. Ее вообще нельзя было продать. Поэтому бедняжку просто выгнали, как только мама отняла ее от груди. Ее спас добрый самаритянин, но он был стариком и, к сожалению, скончался всего несколько месяцев спустя. Его семья отказалась взять его собаку к себе и отдала маленького питбуля в приют. Ее сразу же удочерили, но всего через неделю хозяева забрали ее обратно, заявив, что собака только и делала, что плакала и шмыгала носом. Сотрудники приюта пытались объяснить, что она только что потеряла первого человека, который когда-либо проявлял к ней любовь, но семья не сдвинулась с места. Им нужна была счастливая собака, а не скорбящая груда шерсти. Но, конечно, отказ не улучшил настроение собаки.
Бедный питбуль боялся своей конуры и лая других собак, был слишком застенчив в общении и постоянно простужался. Только позже ветеринар приюта узнал, что она страдала хроническим заболеванием и что для улучшения состояния ей требовалась операция. Но у приюта не было средств, чтобы оплатить операцию, и ни один потенциальный владелец домашнего животного, казалось, не был заинтересован в собаке, которая стоила немалых денег и не была уверена в исходе операции. Итак, маленькую питбульшу отвергли раз, другой, третий, и к тому времени, когда ей исполнился год, она мало что знала в своей жизни, кроме унылых стен своей клетки убежища. Казалось, она вряд ли скоро вылезет из своей скорлупы, и сотрудники приюта начали опасаться, что она никогда не покинет свою клетку. Хуже того, они с болью осознавали, что еще один приступ болезни внесет ее в список на эвтаназию. Но в этот момент вошли Джи и ее мать, и маленькая девочка сразу же остановилась перед своей клеткой. «Собачка заболела. Нужна помощь», — сказала она, дергая мать за платье. Одра была ошеломлена. Как ее дочь узнала, что собака больна? Она не знала, что такое чесотка, а сотрудники приюта говорили только с ней. Джи, должно быть, заметил, что у него из носа текут сопли, и предположил, что у питбуля простуда или что-то в этом роде. Внезапно на сердце у Одры потеплело от сочувствия дочери. «Не могли бы вы, пожалуйста, вывести ее погулять и позволить поиграть с моей дочерью?» Она обратилась к сотрудникам приюта. Один из сотрудников открыл клетку с собакой и попытался выманить питбуля из нее. Однако бедняжка начала безудержно трястись при виде приближающегося человека. Ее испуганные всхлипы разбили сердце Одры. Другая сотрудница подошла к ним с поводком, но чуть не ретировалась, когда заметила реакцию собаки на своего коллегу. Однако она не ожидала, что малышка Джи собирается сделать. Девочка опустилась на колени, не заботясь о том, что пачкает свое красивое платье об пол приюта. Она осторожно протянула руку, убедившись, что она находится в нескольких дюймах от собачьей морды. Было ясно, что она не хотела пугать питбуля. У Одры перехватило дыхание, когда она увидела, как собачья морда приблизилась на дюйм к руке ее дочери. Питбуль выглядел довольно слабым и безобидным, но все же это была собака, и она могла легко огрызнуться и укусить. Она уже собиралась оттащить Джи от клетки, когда собачий язычок коснулся ее пальцев. Джи взвизгнула от восторга. Она протянула пальцы к собаке и позволила ей обнюхать себя, тихо посмеиваясь, когда та лизнула ее руку. Удивительно, но питбуль прижался своей большой головой к руке маленькой девочки, позволив Джи погладить себя. Сотрудники приюта были поражены. Они так усердно пытались социализировать собаку, и результаты были, мягко говоря, неутешительными. И все же эта маленькая девочка провела с питбулем всего несколько секунд, а уже гладила его. Сотрудник с поводком решил, что стоит попробовать, и осторожно подошел, чтобы пристегнуть его к ошейнику собаки. Питбуль задрожал, когда она приблизилась, но затем расслабился, когда она отошла, оставив ее наедине с Джи. Маленькая девочка схватила поводок и осторожно потянула за него, уговаривая собаку выйти. Поразительно, но питбулю не нужно было повторять дважды. Она медленно выбралась из своей клетки. Она нервно оглядывалась по сторонам, но, казалось, присутствие Джи придало ей смелости. Они вдвоем прогулялись по окрестностям, причем Джи не раз останавливалась, чтобы вытереть собаке насморк и слипшиеся глаза своим платьем. Ее мать даже не нашла в себе сил поморщить нос. Зрелище было слишком милым, чтобы беспокоиться о грязном куске ткани. «Мамочка, вот это!» — сказала Джи, играя с собакой. И в этот момент Одра поняла, что собирается усыновить грустного на вид, вонючего больного пса, которого пожалела ее дочь. Она вздохнула и направилась к стойке, улыбаясь озадаченным лицам сотрудников приюта. Они тоже не могли поверить, что больного питбуля наконец-то приютили.
Одра спросила, нужна ли собаке операция, сколько это будет стоить, чем ее кормить в это время и так далее. Она уже говорила так, словно собака принадлежала ей. Однако сначала ей нужно было преодолеть одно небольшое препятствие. Даже если приюты отчаянно нуждаются в людях, желающих усыновить их животных, они не отдают их просто так в первую попавшуюся семью. Каждый потенциальный владелец должен пройти обследование, чтобы убедиться, что питомец попадет в любящую семью. В безопасных условиях, которые будут соответствовать ее потребностям. Конечно, Одра все поняла. На самом деле она испытала облегчение от того, что выбрала такое компетентное учреждение для усыновления своей собаки. Она договорилась с персоналом приюта о домашнем визите на следующий день и приготовилась уехать, взяв с собой дочь. Однако Джи, похоже, не очень-то хотела бросать своего нового друга. Как только сотрудник поместил собаку обратно в клетку, она начала безудержно трястись, и Джи разрыдалась при виде этого зрелища. «Мама, собачке плохо!» — закричала она. «Нужна помощь! Иди домой!» Слезы дочери разбили сердце Адры. Она опустилась перед ней на колени и попыталась объяснить, что собака будет принадлежать им на следующий день, как только добрые люди из приюта убедятся, что они идеально ей подойдут. Она сказала ей, что все это было сделано ради благополучия собаки. Но та ничего не хотела слушать. Вернувшись домой, она продолжала плакать, указывая на питбуля. Тем временем собака тоже скулила. Одра виновато посмотрела на персонал, готовясь подхватить дочь на руки и силой увести ее из заведения. Однако то, что она увидела в глазах персонала, заставило ее понять, что силового вмешательства не потребуется. Все они были так удивлены мгновенной связью, возникшей между маленькой девочкой и собакой, что были готовы немного нарушить правила. Джи был невероятно мил и сострадателен к питбулю, и они просто обязаны были ответить тем же. Поэтому один из сотрудников вызвался прямо сейчас подъехать к их дому и быстро все осмотреть, чтобы убедиться, что собака здорова. В их руках была бы лучшая жизнь. Одра вздохнула с облегчением, когда сказала Джи, что они забирают собаку домой. Другой сотрудник бросился вытаскивать питбуля из клетки. Неудивительно, что маленькая девочка бросилась к собаке и заключила ее в нежные объятия. Питбуль позволил обнять себя и сразу перестал дрожать. Это было похоже на то, что Джи была ее личным утяжеленным одеялом. И только в ее объятиях она чувствовала себя в безопасности. В доме Одры. Сотрудник приюта прошелся по комнатам и осмотрел каждый уголок. В конце концов, он сказал Одре, что ее дом идеально подходит для собаки. В конце концов, там не было острых углов или крутых ступенек, которые могли бы представлять опасность для хрупкого питбуля. Перед уходом Одра попросила у него номер телефона ветеринара приюта. Она хотела позвонить ему как можно скорее, чтобы назначить дату операции собаки. Ей было невыносимо видеть, как собака испытывает такую сильную боль, и, честно говоря, она также хотела, чтобы та перестала чихать у нее на полу. Адра в тот же вечер позвонила ветеринару, и они решили, что собаке сделают операцию через 3 дня. Тем временем Джи оказалась идеальной хозяйкой для собаки. Она сама искупала питбуля, избавившись, наконец, от этого ужасного запаха, и убедилась, что питбуль ест ровно столько, сколько было указано сотрудниками приюта. Однако она также тайком от мамы принесла питбулю много вкусняшек. Она решила назвать своего питомца Скарлетт и поклялась всегда быть рядом с ней. Наступил день операции, и когда операция закончилась, Скарлетт уже выглядела как другая собака. Ей потребуется некоторое время, чтобы полностью вылечиться и бороться с инфекциями, которые захватили ее тело. Но на этот раз она, казалось, была готова бороться за свое будущее. Теперь у нее был настоящий хозяин, и Литл Джи был для нее смыслом жизни и процветания. 6 месяцев спустя Скарлетт была неузнаваема.
Навсегда ушла эта вонючая, грустная на вид собака с насморком и слезящимися глазами. Ее шерсть снова стала гуще, чем когда-либо, глаза были ясными, а язык всегда был готов облизать руки ее маленького человечка. Благодаря ободряющему присутствию Джи, она начала дружить с соседской собакой, золотистым ретривером, который вдохновил Джи на то, чтобы стать владельцем собаки. Адра очень гордилась выбором, который сделала ее дочь. Она спасла бедную, потерявшую надежду собаку от мрачного будущего. И, в свою очередь, обрела друга на всю жизнь. Она всегда считала питбулей агрессивными собаками, но Скарлетт была милейшей душой из всех, кого она когда-либо встречала. И то, что она защищала Джи, заставляло ее любить ее еще больше. Жизнь у них была идеальной, и все это благодаря состраданию ее дочери к животным, которая отчаянно нуждалась в чьей-то любви. Какой прекрасный финал! Вы бы взяли к себе больную собаку, зная, что вам придется платить за ее лечение. Что бы вы сказали малышке Джи и ее маме? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео.